Всем привет, с вами Unibase. Пропала, значит, на год, полгода точно. И вот, как внезапно врываюсь с возвращением. За это время, конечно, много чего успело произойти, 2 переезда и все такое. И теперь я опять могу снимать ролики, главное, просто собраться в кучку силами и вернуться ко всему, что я делал уже. И прям с порога я должен был признаться, что я скрывал от вас, что весь этот канал был создан ради одной цели. У меня есть собственный городок 72, о котором я еще не говорил и который я еще не показывал. И я его разрабатываю уже на протяжении нескольких лет. И о нем говорить так долго, что даже очень сложно с чего-то начать. Но скажу, пожалуй, про это видео, то что это лишь малая часть того, что будет в этом городке. И изначально я хотел построить мастерскую для художниц, которые бы для всего этого городка нарисовали все картины, которые там будут присутствовать. Потому что я нашел один потрясающий способ делать кастомные изображения, но в этом чуть позже. И когда я начал устроить, я уже понял, что для этого дома не хватает обитателей. И поэтому я сделал больше, там их много сестер, которые должны будут нарисовать кучу картин для всего городка и оживить его, типа моей анимационной разработкой. Я, наверное, сейчас не хочу говорить, в принципе, про этот городок. Скажу лишь что он построен на Dark Fantasy, не знаю. Нет, скорее нет, потому что там есть сверхъестественные существа, которые есть в Sims, но при этом это скорее такой магический реализм, просто с очень дарк уклоном, и сложной иерархией, и очень продуманной системой мира, взаимодействия и так далее. При этом этот городок не выбивается из рамок нарратива, который нам создали разработчики, и он тоже находится в Sims-стации, но об этом очень долго рассказывать, и скорее я буду рассказывать об этом постепенно, когда буду делать обзор на сам городок. Но особенность его в том, что там есть два народа, которые как бы соперничают с друг другом, потому что есть коренные жители, есть те, кто приехали, которые такие, типа, будем распространять тут нашу петрианскую веру. Если я правильно помню из Medieval. И поэтому эти сестры, которых я создаю, они как раз таки принадлежат коренному народу. И их история начинается немного задолго до того, как развиваются основные события в этом городке. Поэтому конкретно в игре их вы не увидите. И это шанс взглянуть на то, как они выглядели в моей игре. Немного с технической стороны. Сейчас это все звучит очень сумбурно, потому что, есть какой-то городок с каким-то нарративом, с какими-то двумя враждующими народами, и они еще и художницы, они должны Они должны нарисовать все картины для городка, что происходит. Наверняка, вы задаетесь таким вопросом. И, возможно, вы никогда не делали собственные городки в Sims 2. Но если вы хотите делать городок без кастомного контента, то нарисованные картины — это один из выходов. И обычно все создатели делали так, что они загружали в папку с принтами, как он правильно называется, в документах Sims 2, и там есть папка для эскизов. Да, по-моему, так называется, эскизов. Эскизов кастомных картин, которые могут нарисовать ваши симы. И если вам приходилось скачивать такой городок с кастомными картинами, потому что, например, там появлялись симы-художники, и это нужно было по сюжету, чтобы они рисовали картины, то вы были обязаны скачивать эти картинки и класть их в собственную папку с эскизами, чтобы эти изображения у вас загрузились, они превратились в цветастый прямоугольник со знаком вопроса посередине. Я нашел способ обходить эту неприятную оплошность, чтобы не пришлось докачивать дополнительные материалы к еще городку.
Это можно сделать при помощи внутриигровых картин и при помощи того, что они могут, например, фотографировать. Стоит только добавить картину, которая у вас есть кастомная, ее срисовать при помощи рисования натюрморта, и вуаля, у вас уже есть готовая картина, которая никогда не существовала в игре. Плюс ко всему, благодаря Лаждеусу, очень такой персоне в Sims 2 комьюнити, он мне подсказал, что если зайти на этот участок через Simp, это программа, которой можно модерировать файлы внутри игры, и найти принт этой картины, то его можно заменить. И это была просто потрясающая новость, потому что если вы когда-нибудь рисовали в Sims 2 натюрморты, то вы знаете, что там, получается, из-за камеры, которая находится по углу экрана, всегда искаженная перспектива. Там невозможно нарисовать прямоугольник, невозможно в рамке встроить картину, которую вы хотите нарисовать, потому что она будет вести по углам. У него будет либо один угол там видняться рамы и не будет видняться части картины, либо вам придется обрезать эту картинку. А когда я стал создавать коллажи из картин, что очень интересно, чтобы создавать гигантские фрески, например, или какие-нибудь картины более интересных форматов, типа 4:4, то я столкнулся с вот этой проблемой того, что невозможно подстроить углы картины, чтобы они сходились друг с другом. И если в себе заменить вот эту картинку на свою, то есть вы берете то, что нарисовал Сим при помощи вот этого функции натюрморта, и экспортируете ее себе на рабочий стол, там открываете ее, например, в Photoshop или Paint или чем угодно, вставляете туда свою картинку, которая нужна, то у вас получается идеальная подгонка изображения. И таким образом я просто брал большое изображение, дробил его на 4, например, маленьких куска, и у меня получалось полноценно 4 кусочка, которые можно сложить в одну большую картину. А это вообще прекрасно. Это лучшее, что я находил в Sims 2 за долгое время. Мне кажется, это все гениальная разработка. Плюс ко всему, я обнаружил то, что если загружать собственную картинку в Simp при создании картины на холсте, то она считывает прозрачность. То есть вы можете не просто сделать кастомную картину, но и сделать кастомную форму этой картины. Таким образом, например, я делал круглые картины. Да, там еще с другой стороны виднеется холст, и холст, например, еще висит как-то под углом к стене, он не под 90 градусов, поэтому его достаточно сложно повесить так, чтобы у него не было видно лишних частей. Но, тем не менее, это какой-то костыль, хотя бы, который работает, который очень классно можно реализовать, и который можно использовать для, в том числе, строительства кастомных лотов. При этом я очень четко помню про проблему с коррупцией и то, что кастомные городки бывают подселяют коррупцию в вашу игру. Например, если они меняют специальных NPC, или если у них непотечные участки, или... там очень много проблем, с которыми можно столкнуться. Поэтому я думал насчет того, не сломают ли эти картины игру чужим, когда другие игроки будут загружать этот сабкод. И вроде как есть такая информация, что если у картины нет автора, то, например, вы сохранили участок с картиной себе в корзину участков и потом экспортировали его, то как будто бы автором этой картины становится смерть, или социальный кролик, или психиатр, или кто-нибудь еще. То есть, вот эти специальные NPS, которые нельзя удалять, по типу пьяный помятый мисс Крамбампл, они берут на себя роль автора картины. И вроде как это не должно ломать чужие игры, но я все равно очень сильно боюсь этого эффекта. Мне кажется, что, на всякий случай, вдруг это может карапнуть чужую игру, а мне бы очень не хотелось этого, особенно если бы это карапало мою игру, то я сделал так, что все художницы, которые здесь присутствуют, они не просто так, они должны
нарисовать эти картины и остаться в этом городке навсегда, чтобы остаться их авторами. То есть вот эти вот данные, которые есть у симов, которые привязываются к картинам, к лотам там, и так далее, они будут всегда оставаться в рамках этого сабхуда. И таким образом у вас не будет никакой коррупции в городке. Это вообще достойно уважения, я считаю. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Немного расскажу про этот дом, потому что он здесь не в своей финальной форме, который будет, в принципе, в городке. Я пересмотрел фильмы про Хильму af Klint и про ее мастерскую, и то, как она объединялась с другими художницами для того, чтобы рисовать свои картины. И меня очень сильно вдохновила вся эта эстетика. Ну, в принципе, весь городок, он будет частично в скандинавской эстетике, частично в протестантской, частично в кочевнической. Ну, в общем, вы поняли. И мне захотелось воспроизвести эту мастерскую. И в этой мастерской также сейчас нету никаких картин. Там есть только внутреннее наполнение, которое состоит из стандартных наборов предметов. Но потом эта фреска уже существует для меня. Но для вас еще не будет, поэтому это будет такая небольшая загадка. Что же там будет нарисовано, как это будет выглядеть. Насчет еще картин пару слов хочу сказать, потому что с картинами есть проблема по поводу их соединения. Потому что в Sims 2 изначально не было функции перемещения по стене. Это пришло только с последним обновлением в квартирах. Эта функция. И поэтому в Sims базовой игре, где выходят мольберты с картинами, не предусмотрено передвижение этого холста по стене. При том, что разработчики докрутили потом эту функцию до всех настенных украшений для Sims 2. Но вот как-то про холсты они почему-то забыли. И единственным способом их передвигать вверх-вниз сейчас является обновленный код, который называется типа на свободное передвижение объектов. Его изначально сделал Ламар, а потом его доработала еще какая-то Симерша. И благодаря ему можно передвигать все объекты, типа любые, которые есть в игре. Вы наверняка неоднократно видели там всякие кастомные штуки, которые исключают использование монс, вот эти вот столбики для того, чтобы типа, делать разного уровня объектов и потом их перекрашивать в прозрачное изображение. Так вот, чтобы у вас не было захламления участка всеми странными объектами, которые должны вам поднимать там, не знаю, цветочки, чтобы поставить их на стол, был разработан мод, который настолько волшебный, что если вы его уберете из своей игры, то потом он вам не потребуется. Типа, все объекты, которые будут на разной высоте, даже если их скачать человеку, у которого нет этого мода, они все равно будут функциональны, и они все равно будут именно на той высоте, на которой вы им задали расположение. Это ли не чудо, я считаю. Вообще просто гениальная разработка. И в изначальной версии вот этого мода от Lamar там не было возможности перемещать именно холсты, еще какие-то некоторые вещи я сейчас даже уже не вспомню. Я не знаю почему, кстати говоря. А в обновленной такой улучшенной версии в том числе можно перемещать все холсты, и была добавлена еще несколько расширений, например, как перемещение объекта на 3/4 клетки. Для этого существует отдельный код, который к нам пришел из сады огорода. Всегда все забывают, как называется этот каталог. Сады... что-то про сад, по-моему, последний, что ли, каталог или предпоследний. Коттеджи, там про коттеджную жизнь. Блин, все, у меня маразм, я забыл, как он называется. Сады огорода. Пускай будет так. И благодаря обновлению кода разработчиками можно было перемещать все объекты на вот эти вот полклеточки. Можно использовать код, который обычный, там типа на свободное перемещение объекта вообще вне клеток. Но периодически вам нужно поставить объекты очень четко. Например,
в Sims 3, в Sims 4 столы со стульями магнитятся друг к другу. И типа если вы хватаете стол, то вы можете его переставить вместе со стульями вообще вне сетки. И стулья будут находиться типа со столом, он будет функциональный. Но если вы то же самое сделаете в Sims 2, хрен там плавал, у вас ничего не получится, потому что стулья просто не придвинутся к столу, потому что нужно соблюдать вот эту вот сеточную систему. Но с этим кодом, если вы переставите на пол клетки и стол, и стулья, то они все еще будут функциональны. Если вы переставите кровать и поставите к ним тумбочки прикроватные, потому что они тоже магнитятся к кровати, то это все равно будет функционально. Если вы там как-то поставите рядом туалет на пол клетки и ванную и душ, то это тоже будет функционально. Хотя не обязательно. Вот, этот мод, он включает возможность все объекты так перемещать, даже кастомные, у которых почему-то SimP, по умолчанию не ставит этот код. То есть кастомные объекты часто нельзя перемещать таким образом. И нужно вручную редактировать файл кастомного объекта, чтобы его перемещать. У меня, например, мои объекты, которые я создавал, у них часто такая проблема, потому что я не знал, как это делать, чисто технически. И вот на видео вы, кстати говоря, можете видеть, как я даже часто использую этот код для перемещения объектов на полклеточки без нарушения сетки. И таким образом, при перемещении на полклетки вам будет очень удобно ставить картины. Типа вы можете их вверх-вниз, вот холсты двигать. Также вы можете их двигать на полклетки, чтобы они очень четко встали друг к другу. Но там остается небольшой зазор, который видно, видно, что это схождение двух холстов, поэтому я его вручную при помощи кода на свободное перемещение просто немножко их притер друг к другу, чтобы этого зазора между картинами на одном уровне не было хотя бы. Но еще одна проблема, с которой столкнуться, это то, что между картиной, которая находится наверху, и картиной, которая находится внизу, тоже есть зазор. И от него уже вообще никак никуда не деться, потому что перемещение вверх и вниз, оно задано строго, там определенное количество, не знаю, расстояний, сантиметров, что там используется для измерения. И с этим есть проблема, потому что это шорт-фитно, от него никуда не деться. Но что поделать, это просто небольшой визуальный баг, с которым я смирился, потому что лучше у меня будут кастомные большие картины, очень интересное расположение и так далее, чем у меня будет невозможность просто добавить какого-то дополнительного антуража и контекста к своему городку, которые помогали рассказывать историю. В конце я покажу несколько примеров картин, которые получились, но я бы еще хотел рассказать о одном моде, который периодически здесь мелькал, который я использовал для вращения объектов. Как вы знаете, в Sims 2 можно вращать объекты только на 45 градусов, если вы включите код для этого. В отличие от Sims 4 или Sims 3, где можно нажать Alt и крутить все во все стороны. И раньше для того, чтобы вращать объекты, тоже использовался мод, который представлял себе прямоугольник, на который вы ставите объект, и он подкручивается. Таким образом можно было делать кастомное вращение. Или же были специальные моды, которые позволяли, в принципе, при помощи клавиш вращать объекты на какие-то определенные градусы. Но сейчас вышел какой-то новый мод, уже он не свежий, тоже, который представляет себе прямоугольник, который позволяет подкручивать объекты на 10 и 15 градусов. И я его использую. Ставится этот прямоугольник, ставится сверху объект, а потом нажимается еще раз на прямоугольник, нажимается еще раз на объект, и объект как бы вращается. И этот прямоугольник можно также продать и выбросить его, и не оставлять на участке. По идее, вам не нужен этот мод, чтобы объекты оставлялись в том повернутом градусе, в котором они стоят. Я так думал. Но на самом деле, когда я удалил этот мод из своей игры и посмотрел на объекты, которые были подкручены при помощи него, стулья, мольберты на 15-10 градусов, то оказалось, что они все вернулись в прямое положение или на 45 градусов, что меня очень сильно огорчило. С дверьми же оказалась очень неоднозначная ситуация, потому что в моем случае
двери, которые я подкрутил на 10 градусов, остались, которые входные, которые голубые, они остались такими же. То есть как будто бы они должны быть так же стоять, как и при использовании этой моды. Но при том, когда я дал это сохранение и сохранил этот городок на тестировку, оказалось, что двери перекрутились вообще в разные стороны. Там они стали 45 градусов и были повернуты черти как. И здесь как-то очень неоднозначно, потому что я не понимаю. Этот мод действительно можно ли использовать как мод от Lamar и вытащить его из игры, тогда те, у кого не будет этого мода, будут иметь такой же градус разворота объектов. Либо же нет, и нужно обязательно иметь этот мод, чтобы все объекты были подкручены. Именно так, как они стоят в моей игре. Поэтому тут вопрос только тестировки. Я также пытался узнать, можно ли в лоте подкрутить какой-то объект через SMP, чтобы он остался в таком же положении. Но пока что нашли только как крутить объекты, поднимать мне этих расположения в городке, что почему-то оказалось легче, чем на участке, потому что на участке это возможно, то есть в принципе такая функция должна присутствовать, просто ее не смогли найти в коде игры. И это очень странно, потому что я бы очень хотел иметь Sims 2, в котором действительно можно было бы крутить объекты так, как хочется. И я еще задумался о том, что хотелось бы иметь свободное расположение объектов при помощи кода, если это возможно, также на горячей клавише Alt, как это у нас есть в Sims 4 и в Sims 3. Чтобы код автоматически включался, когда мы зажимаем Alt, и автоматически выключался, когда мы его отжимаем. Я не знаю, возможно ли это сделать с технической точки зрения, но мне кажется, что в принципе да. Просто почему-то до сих пор этого никто не делал, и для меня это очень странно. И еще немного расскажу про этот участок, потому что он отделен от основного городка, он находится на краю карты как отдельный остров. Сам городок тоже представляет из себя остров. И поэтому это такой уединенный участок на этом островке. Там очень маленькое пространство и всего 2 участка на самом острове. Это конкретно этот дом, студия, который будет пустым, он будет жилым, и в него можно будет заселить своих симов. И также это будет общественный участок, как причал, просто как способ добраться до этого уединенного острова. Мне кажется, что это очень какое-то идиллическое представление мое о этом уединенном островке, потому что я представляю, как можно силой ходить, делать пикник, например, на пляже, или ходить смотреть на воду, или плавать, или уединенно сидеть в своем саду, заниматься огородом, устраивать чаепитие, или барбекю, или рисовать прекрасную природу на улице или в мастерской. То есть вариантов масса. Мне бы хотелось тоже, чтобы я воплотил это в своей игре. И, возможно, если я все-таки решусь выпустить этот городок, то и другие бессимеры смогли тоже попробовать у себя провести досуг для своих симов именно таким образом. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это было не очень быстрое видео, потому что оно еще будет ускорено с нескольких часов до 20 минут. И я с вами не прощаюсь. Еще увидимся в новых видео. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, отписывайтесь, все что угодно. Пишите комментарии. Спасибо за просмотр.